Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусные, мягкие и ароматные сконы. Эти сконы будем готовить с клюквой, они очень приятные на вкус, немного напоминают песочное печенье или такие бездрожжевые булочки. Ароматные и нежные, а самое главное, они готовятся очень просто, буквально все смешивается вилкой в одной чашке. Все ингредиенты для этих сконов вы сейчас видите на экране, а также они будут в описании под видео. Я уже подготовила свои кухонные весы и чашку, и для начала смешаем сухие ингредиенты. Нам понадобится белая мука 250 грамм, у меня здесь общая масса. Муку просеивать не нужно, просто как есть. Сюда же добавляем обычный белый сахар, у меня здесь 100 грамм. Очень удобно, кстати, все это делать на весах, когда чашку поставил на весы и просто всыпаешь все ингредиенты один за другим. Также нам понадобится 2,5 чайной ложки разрыхлителя и пол чайной ложки соли. И нам также понадобится цедра одного апельсина. Апельсиновая цедра очень хорошо сочетается с клюквой. Если вы никогда не пробовали, очень рекомендую. Цедра апельсина всегда очень хороша в любой выпечке, но здесь в сконах она особенно хороша. Она добавляет не только вкус, но и цвет, такой желтоватый, красивый цвет выпечки. Все ингредиенты хорошенько перемешиваем. Нам нужно, чтобы не было комочков в муке. И в муку теперь и все остальные сухие ингредиенты натираем масло. Масло должно быть очень-очень холодное, если нужно, его можно даже подморозить. Общее количество масла у меня здесь 113 грамм. Натираю я его на крупной терке. По этому рецепту сконы всегда получаются просто исключительные. Я не побоюсь этого слова. Каждый раз, когда у меня кто-то пробует эти сконы, все у меня спрашивают, какую кулинарную школу я закончила и где их можно купить. Продолжаем готовить тесто, и на данный момент нам нужно перетереть масло все с сухими ингредиентами, так, чтобы была небольшая такая крошка. Сильно здесь усердствовать не нужно, потому что нам по-прежнему нужно, чтобы масло оставалось небольшими замороженными кусочками. Сюда же в общую массу я разбиваю одно яйцо, яйцо должно быть тоже очень холодное, прямо из холодильника. И сразу же я вливаю еще 120 мл холодных жирных сливок. Жирность этих сливок у меня 33%. И перемешиваем все ингредиенты просто вилкой в этой же чашке. Формируем такое плотное тесто. Как только увидели, что тесто начало собираться, откладываем вилку в сторону и продолжаем вымешивать руками. Вымешивание руками нужно делать очень быстро, так, чтобы масло не растаяло от теплоты рук. Именно кусочки масла, которые остаются холодными кусочками в тесте, влияют на воздушность и текстуру сконов. Если на данном этапе тесто вымешивать слишком долго, то масло начинает таять от теплоты рук, и сконы такие после выпечки будут плотные и не очень красивые. На этом этапе также я добавляю клюкву, у меня здесь примерно 125 грамм сушеной сладкой клюквы. Немного обминаю тесто, буквально чуть-чуть, так, чтобы клюква распределилась равномерно. Это занимает несколько секунд, по-прежнему мы стараемся сделать так, чтобы тесто не нагрелось. Это тесто не должно быть гладким и абсолютно вымешанным, наоборот, оно такое рыхлое, но в нем не должно быть сухой муки. Убираем полотенце в сторону, присыпаем обильно мукой поверхность стола и выкладываем тесто на стол. Из этого количества теста можно сделать либо 8 больших сконов, но они будут очень большие, примерно размером с вашу ладошку, либо можно сделать в 2 раза больше, 16 штучек, но поменьше. Я обычно делаю 16. Для этого я тесто поделила пополам и округляю каждый кусочек теста. Тесто по-прежнему липковатое, поэтому сильно его мукой не забивайте, но можно присыпать муку слегка сверху и немножко на стол снова. Из каждого кусочка теста нам нужно сформировать диск. Самый простой способ, как это сделать, это можно накрыть тесто пакетом, у меня сейчас пищевая пленка, и вот таким образом ладошкой сгладить поверхность. Так сконы получаются красивые, аккуратные, и так с тестом вы можете работать без проблем, потому что тесто по-прежнему липкое. Использование пищевой пленки для формирования дисков помогает избежать дополнительного количества муки, а значит сконы будут менее забиты мукой. Посмотрите, какая толщина диска, примерно 1,5-2 см, и в диаметре каждый диск примерно 15 см. И используя кондитерский шпатель, а проще всего это сделать именно им, если у вас есть. Если нет, то, конечно, можно воспользоваться широким ножом. Я делю каждый диск на 8 сконов треугольной формы. В итоге у меня получается 16 сконов.
Сконы не должны быть идеальной формы, поэтому я делю на глаз, так как у меня получается, в этом нет ничего страшного, в этом их красота. Хочу напомнить, что если вы готовите по моим рецептам и хотите поделиться фотографиями, то это можно сделать в моем телеграм-канале, ссылочку я оставлю в описании под видео. Подготовленные сконы я укладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. Моя пергаментная бумага не прилипает. Между сконами нужно всегда оставлять достаточно много расстояния, потому что они хорошо увеличиваются в объеме. Я оставляю, наверное, примерно сантиметра 2-3. Укладываю их в шахматном порядке так, чтобы им было куда расти. Для украшения и смазывания сконов нам понадобится 1 чайная ложка сливок, те же самые сливки я использую, которые были в тесте, и 1 чайная ложка крупного сахара. Сахар можно использовать либо коричневый, либо обычно белый. Сливки помогают сконам приобрести такой блестящий глянцевый вид и более румяную поверхность. Смазываю буквально немножко, так чтобы сливки не стекали на противень. После того, как все сконы у нас смазаны и украшены сахаром, их нужно поставить в холодильник минимум на 20-25 минут или даже немного больше, если есть такая возможность. Если сконы сразу отправить в духовой шкаф, то они расплывутся слишком сильно и не будут держать форму. У меня сконы стояли в холодильнике 25 минут и они готовы к выпечке. Я уже разогрела свою духовку на 200 градусов по Цельсию. Это где-то 400 градусов по Фаренгейту, и мои сконы выпекались 20 минут. Посмотрите, какие они красивые. Время выпечки сконов будет зависеть от того, насколько большие или маленькие сконы вы делаете. Обычно я ставлю большие сконы на 25 минут, маленькие сконы примерно на 20. Сконы готовы тогда, когда у них сверху образуется легкий золотистый такой оттенок, и по краям вы сможете увидеть такие коричневатые края. Вот тогда сконы готов. Давайте разломим один, посмотрим. Посмотрите, как легко он ломается, он практически разваливается в руке. Большой, красивый, мягкий и очень воздушный. Сразу после выпечки сконы очень-очень мягкие, поэтому им хорошо дать постоять минут 10-15 и остыть, и только потом их можно переложить. Посмотрите, какие они большие и красивые. Если тесто для сконов сделано правильно, то сконы во время выпечки очень сильно раздуваются. Посмотрите, какие они интересные. Еще раз покажу, как внутри выглядит. Этот скон выглядит как печенье, очень воздушное, ароматное песочное печенье. И посмотрите на его размер. То есть он по-прежнему очень большой. Один скон примерно на пол ладони. Вкусные и ароматные. Как я уже сказала, апельсин очень хорошо сочетается с клюквой, просто идеальное сочетание. Если вы еще никогда не готовили сконы, я вам очень рекомендую их приготовить. Эти сконы настолько вкусные, что вы будете готовить их снова и снова. Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт. Если у вас остались какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях, я всем отвечаю. А я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео.